Всем привет, друзья! Всем привет! Ну что, раннее утро уже 10-го дня нашего пребывания на этом удивительно красивом и невероятно живописном острове Майорка. Друзья, сегодня у нас будет первый пляжный поиск с 2 металлоискателями. Жена будет ходить с эквиноксиком, вот он красный стоит. Я буду ходить, как всегда, с мантикором. А наш подрастающий охотник за сокровищами будет наблюдать, подбегать то к маме, то ко мне и смотреть, что же нам удастся найти на этом удивительно длинном, самый длинный пляжик на этом острове. Называется Алкудия. Его длина составляет около 7 километров. Находится он на севере этого удивительного острова. Друзья, посмотрите, солнышко только-только начало выглядывать из-за гор. Выбрались специально сюда как можно пораньше, чтобы никому не мешать вот нашим таким хобби. Но перед тем, как мы начнем наши поиски, друзья, хотел бы вам показать одну такую вещичку. Посмотрите, нам прислали вот такие вот посылочки, 2 коробки, посмотрите, и еще 2 таких пакета. Смотрите, что в них, друзья. Вот такие вот удивительные, прикольные, мне очень нравятся совочки. Посмотрите, чем они хороши. Когда вы ходите по пляжику со скубом, он, во-первых, тяжелый, в особенности для девушки, тяжело его таскать. И, например, если он хорошо работает в воде, то когда выходишь на песочек, ну, с ним плохо копать. Если будешь ходить с лопатой, лопата хорошо копает по песочку, но зато ты ничего не выкопаешь в воде, потому что все будет проливаться из ковшика. А вот это очень удобно. Маленькая лопатка. Куда-то подцепил вот так, все, и идешь спокойно, занимаешься поиском. Я специально сделал и жене, и себе вот такие вот крючочки доработал, да? Видно? Да. Сам сделал, вот одинаковые, смотрите. Они абсолютно одинаковые. Ох, мне удалось вот так вот согнуть аккуратненько, видите, да? Так, это первые 2 такие посылочки. Вторые 2 посылочки, друзья, это сумки. Сумки для поиска. Сейчас я вам продемонстрирую. Одна черная, жена себе выбрала черную, мне досталась рыженькая. Ее можно крепить на любую сторону, или на правую, или на левую. Вот так вот аккуратненько ремнем, хоп, закрепляешь. Еще есть один ремешок, который вокруг бедра, точно так же. Аккуратненько его соединяешь. Я, наверное, сегодня не буду им пользоваться, но вам продемонстрирую. Сумка очень прикольная. Посмотрите, во-первых, здесь много липучек есть. Это я уже свою такую принес эмблемку Manticore Minelab. Вот сюда, хоп, я его прикреплю. Смотрите, она такая очень, ну, в нее можно много-много всего положить. Посмотрите, каждый отсек, он с резиночками, со всякими разными входами, ножички всякие разные можно положить, какие-то щеточки чищущие, водичку, например, хабарницы какие-то сложить. Также можно сюда положить без проблем телефон, друзья, да. И, между прочим, если что-то у вас длинное есть, вот этот вот кармашек, он прямо уходит до самого низа. Вот руку я всовываю прямо до сюда. То есть очень такой многофункциональная сумка для поиска. И вот сюда я сейчас установлю свой пинпоинтер. И вот так вот, друзья, пожалуйста, хопа, берешь куда-то просто за ремень, чикс, и пошел. Спокойненько вот так вот ходишь себе, копаешь. Например, сигнальчик сработал, хоп, одним движением руки взял, хоп, черпанул, посмотрел находочку, извлек ее, опять сюда, чикс, не глядя, и пошел дальше. Очень функциональная вещь, мне очень нравится, то есть не надо там что-то расстегивать постоянно с этим скубом, одна рука у тебя всегда свободная. Друзья, фирма, вот смотрите, CKG, по-английски звучит как CKG, вот они нам прислали прорекламировать вот такой брендик. Друзья, я сразу написал производителю, потому что я посмотрел, что листик тонкий, да, такой, хотя они говорят супер прочный, это какая-то новая какая-то технология, ручка прорезиненная, емкая, хорошая, мне нравится. То есть я им сразу же сказал, друзья, говорю, я сделаю обзор, но если мне не понравится, если там какая-то пойдет ржавчина или еще что-нибудь, я своей аудитории честный дам отзыв. Я так и скажу, что или стоит брать, или нет. Они сказали, да, мы очень поддерживаем, мы всегда за честный отзыв. Поэтому все, друзья, сейчас не затягиваем. Жена тоже себе установит эту сумочку. Будем
ходить вот так вот по побережью, копать, если нас никто не выгонит, потому что мы здесь не спрашивали разрешения. 7 километров, понимаете, не у кого спрашивать, не знаешь. Тут каждая территория отделена к какому-то, например, бару или какому-нибудь отелю, и поэтому тут устанешь спрашивать. На свой страх и риск так не повторяйте. Ну а мы, охотники за сокровищами, будем пробовать свою удачу. Досмотрите до конца, и в конце мы уже скажем вам очень честный отзыв, что мы думаем по поводу вот этих вот двух таких новых наших приобретениях. Лопатка и сумка. Все, друзья, не затягиваем и погнали. Смотрите, друзья, 70-68 это наш первый сигнал. Давай, жена поснимает. А я попробую это извлечь, друзья, где-то вот здесь. Хопа. Вот так аккуратненько. О, все. Первый сигнал, и смотрите, что это. Банка. Банка от Red Bull. Вот такая вот первая находка. Посмотрите, ездят трактора и вот так вот чистят побережье. А мы просто рядом. Ну, пока что нам ничего не говорят. Значит, можем ходить дальше. Жена нашла хороший сигнальчик. Эквиноксик показывает 22, 21. Ну, давай, копай, а я буду снимать. Ну, давай посмотрим. Может, что-то хорошее попадется нам. Давай. Сразу? Слушай, в комочке. О, смотри. Блин, я думал кольцо. Ты тоже думала кольцо? Смотрите, друзья, алюминиевая пробка. Первая находка была Red Bull, а сейчас алюминиевая пробка. Но уже думали, что кольцо. Но пока что вот такие вот находки, друзья, ничего не поделаешь. А прошли уже, смотрите, вот оттуда начали. Вон наши ямки. Ну, мы закапываем, просто они вот так вот видны. И пока что ничего, ни одной монеты. Ладненько, погнали дальше. У жены еще один сигнал. Сколько показывает? 16 пока. Сигналов очень мало, друзья, поэтому показываем каждый. Ну, давай. Смотрим, Елена, интересно тебе? Опа. Так. Давай. Сейчас посмотрим. Только что вот здесь вот была пробка алюминиевая. Выкопала. Давай. Есть. Угу. Опа, тихо, стоп. О. Монетка, друзья, монеточка, первая монетка. Ну, я опять схватил, да, буду писать. Смотрите, друзья, не знаю, что это за монетка, но монетка. Опа, 2 евро вот таких вот черных, друзья. Ну что, поздравляю, наконец-то, наконец-то находочка. Смотрите, видите, друзья, уже вот где-то больше, чем полчаса ходим. Вот так вот прошли, ну, достаточно большой кусок. Банка от Red Bull, чистый-чистый берег, потому что ездят на тракторах и чистят каждое утро. И вот смотрите, пробка, банка от Red Bull и 2 евро. Это вам, конечно, не подводные поиски, но что-то есть. Ну и нам надо было уже давно опробовать эти совочки. Так что все, круто, погнали дальше. И тебе пятерочку. Хоба! Так, друзья, Анечка зовет, говорит, находка. Какая-никакая, Показывай. находочка. О, друзья, Полочка. смотрите. Ну, у нас сегодня просто такой коп, да, что мы показываем все находки. И, пожалуйста, их можно сосчитать после 2 евро. Опять прошли вот за теми машинками было 2 евро. И посмотрите, такой участок прошли. И вот, пожалуйста, заколка. Берег просто выбитый, чистый. Ладненько, кладем в новую сумочку. Хопа, очень удобную. И погнали дальше. Так, друзья, Анечке везет сегодня больше. Говорит, денежку нашла. Денежку нашла, не смотрела еще сколько, смотри как. Давай, Вот показывай. с этой стороны. Иди. Давай. Вон она. Покажи. Опа, да, зелененькая, Бери. беру. Хопа. Зелененькая монета. И это у нас 10 евроцентов. Друзья, вторая монета. И всего 2,10 за 2 часа. За 2 часа, друзья. Это наш первый выход, вот такой сухопутный, если его можно так назвать. Но у меня, смотрите, друзья, если видно, не видно там на камеру. Видно. Вот здесь ватка и вот здесь ватка. Мы погружались уже 4 раза.
И интервал между погружениями был 2-3 дня. Вроде бы неплохо, но тем не менее отит 2 ушей сразу же. Это у меня часто, у меня уже отит проходит всегда в очень легкой форме. Но это уже такая профессиональная травма. Ничего, вот такой вот сегодня поиск интересный, зато посмотрите, как красиво, друзья. Вот такая вот красота, солнышко уже вон где. Еще людей мало, шезлонги все пустые, охранников тоже нету. Проезжают периодически на тракторах, чистят побережье, но нам ничего не говорят. Все, друзья, ходим дальше. Не знаю, друзья, смотрите, посмотри. Еще вот так вот все в песке, вот здесь, по-моему, ушко. И смотрите, покажу, как звенело. Звенело, друзья, 50-48. Ну что, смотрим. Может, первое что-то хорошее. Куда я ее положил? Давай идем к водичке. Может быть, подвеска какая-то, друзья. Смотрим. Опа. Ох, смотри, ну подвеска какая-то. Опа, я ее потерял. Смотри, там что-то интересное. Смотри. Подвесочка, друзья. Видите? Ну что, первое ювелирное изделие. Я не знаю, что это такое. Сейчас я попробую почистить. Ну вот, видите, да? Вот такая вот подвеска, друзья. В виде то ли змейки. Ну не могу определить, честное слово. А вот, смотри, желтеньким блестит. Может, золото? Может, золото давно лежит. Ну да, желтенькое. Сейчас я еще раз почищу. Посмотри, вот так вот песочком я ее абразитом пройду. О, смотри. Желтая. Желтая подвеска. Ну, конечно же, это бижутерия. Но, друзья, первая спустя 2,5 часа на пляжу Алкудия. 64-63. И посмотрите, что-то желтое и большое, друзья. Вы видите? Ух ты. Ох, и тяжеленькая. Слушай, ну мне это как будто бы пряжечка, да? Как будто бы пряжка. Ну-ка, давайте помоем нашу пряжечку. Опа. Да, смотри, какая интересная. Да, Интересная, желтая и слегка уже ржавая. Пряжечка, друзья. Вот такая вот находка. Ладненько, идем дальше. Так, ну, друзья, наверное, совершилось. Смотрите, во-первых, сигнал 90-91. Вот в такой вот размытости, видите, такая разбоина. И посмотрите, друзья, очень даже не глубоко лежала. Демонстрирую, вы видите? Это колечко. Ну, я надеюсь. Да, колечко. Друзья, серебро. Первое. Я думал, сегодня уже ничего не попасться. Так, идем промываем. Я думал, что сегодня уже нам ничего не светит. Но все-таки светит. Ура! Ох, да, друзья, посмотрите, оно еще такое идет прорезанное, прикольное, с прорезью. Вот такое вот серебряное кольцо, друзья. Очень толстенькое, тяжелое. Ну что, зачет? Я реально уже потерял всякий смысл. Хожу грустный такой. Первое серебро есть. Зачетище. Фу! Сигнальчик хороший. 55-56. Давайте попробуем онлайн выкопать. Берем наш совочек. Ну, где-то здесь. И я сразу же с запасом буду делать. Чуть-чуть поглубже. Вот так вот. Вот так. Так. Проверяем. Опа, выкопал. Все, вот в этом комочке. Так, подходи. Все, друзья, вижу, смотрите. Это у нас рыболовное грузило. Рыболовная снасть в виде грузила. Вот такая вот находочка онлайн. Посмотрите, друзья, какой сигнальчик. 69-70, но это очень хороший. И будем пробовать онлайн мы его, сигнальчик наш. Потому что, друзья, ну это может быть еще, конечно, водочная пробка. Опа, поменялся. 85, представляешь, срабатывает.
Ну давай, друзья. Вот тут прям, в этом комочке, да? Ну-ка. Очень хорошо звенит, как серебро, друзья. Все, вот тут вот где-то. В этом комочке, представляете? Ой, что-то очень твердое. И что это? Смотри. Не понимаю. Смотри, что-то желтое. Что это такое? Сердечко было, судя по всему. Видишь? Может, это Какая-то подвеска сердца. Видишь? на ключи подвес? Наверное. Это надо мыть, чистить. Смотри, смотри, там рисунок какой-то. Да, это сердце, и посмотри, там на этом сердце какой-то рисунок, видишь? Не очень видно. Вот так. О, смотри, чистится. Так. И вот там... О, да. А, это, наверное, карта. Нет? Не знаю. Может быть, карта? Что-то не В общем, сердце, друзья, нашел вот такое вот. А с этой стороны, ну, никак не почистить. Потом фотографии, конечно же, приложим. Но это 100% сердечко. Какая... То ли птичка, то ли карта какая-то. Солнышко, 90% что золотая цепочка. Да ладно. Смотрите, друзья, во-первых, сигнальчик. Смотрите, какой сигнальчик. 12, 13, 12, что говорит о том, что это точно не медь, она бы больше сигнала. Ну и смотри, копал, ничего не мог найти, и посмотри, ты видишь? Проглядывается. Ну да, видишь? Смотрим, друзья. О, браслетик! Покажи. Браслетик, друзья. Золото, 100% золото. Да ладно. 100% золото, посмотри. Да. Прикинь, представляешь, толстый О, там браслетик, что-то ты видишь? написано еще. Да, написано, друзья, написано Хриштине. Хриштине. Кристина, наверное. Ну, наверное, Кристине. Ого. С этой стороны тоже, друзья, надпись, смотрите. В. Патен. Какой-то В. Патен и пробу. Смотри, какая толстенная, ты видишь Какая это? красивая. И смотри, она просто расстегнута, то есть она даже не порванная, как я понял. А пробы не вижу. Ну, друзья, это 100% золото. Это 100% золото. Я в шоке. Я тоже в Честно, шоке. в шоке. Слушай, не вижу, у меня руки уже задрожали. Блин, вот тут будет проба, 100%. Вот, все, есть проба, смотрите. Смотри, вот тут вот, на вот этом. Вот там что-то было. Видно? Вот здесь вот. Смотри, видна, вот здесь вот. На этом. Да, вон. Проба, друзья, 100% вот здесь вот есть. Ура! Ну что, я тебя поздравляю. И смотри где, не зря пошел. Первый ряд только, покажи. Первый ряд только прошел вот так, друзья. И смотрите, золотая цепочка. Представляешь, у нас даже и в сухопутном поиске не обошлось без золота. Это круто. Ништяк, посмотри, какая красота. Она Это толстая, реально она прям красиво. тяжеленькая. Дай потрогать, Это просто может. зачетище. Конечно, потрогай, давай я тебя поснимаю. Хоть Друзья, не я нашла, друзья, но всё равно представляете? хочется потрогать. Да, представляете, золотишко. Блин, Я класс. просто в шоке. И сухопутный поиск не обошелся без золота. Блин, ну она Посмотри, очень как она. красивая. Солнышко, ну носить можешь. Можешь носить. Кристина. Ага, жалко, что ты не Кристина. И главное, видите, да, под шезлонгами, Да, друзья. ну, прям конечно, в углам. люди А возможно, отдыхают. кто-то и снял прям, потому что посмотри, как по центру. Вот так вот пальмы у нас рядышком, вот здесь вот здоровенный шезлонг и золотая цепочка. Супер. Ура! Я просто в шоке. Я до сих пор поверить не мог. Я пришел, эти редбуловские банки, пробки, я думал, все, ничего. Потом серебряное кольцо, потом какие-то пряжечки, еще сердечко и, пожалуйста, золото. Давай 5. Так, друзья, девчонки зовут. Говорят, монета какая-то Нашла непонятная. монеточку. Очередную монету. Ну что, испанская, может, хоть Не первая? знаю, сейчас Показывай. теперь я. Здоровенная, да? Да. Ух ты. Ух, показывай. Друзья, смотрите, точно не евро и не 2. Так. Что с этой стороны? Десяточка, посмотрите. 10 марка. 10 марка написано. И вот такая, Это ну не и вообще не немецкая? понимаю. Нет, это точно не немецкая. Ну-ка, что там еще написано?
Так, написано Финланд. И это этот такой, знаете, как он называется? Тетерев, что ли? 1993 года. Все, вижу, финляндских 10 чего-то марка. Представляешь, первый раз я такую монету в руках держу. Ну что, я тебя поздравляю. Я обожаю находить что-то впервые. Жалко, что не я, но это я считаю, что и я, потому что у нас семейное хобби. Круто, поздравляю. 10 финляндских каких-то марок, друзья, нашла. Круто. Все, погнали дальше. Ну что, друзья, зовет Анечка, говорит что-то интересное. Представляете, выгнали нас с этих шезлонгов. Подошел человек в жилетке рабочий, сказал: нет, нельзя, если хотите. Но он поспрашивал, что это такое, объяснили, что хобби. Говорит, если хотите, ямки зарывайте, закапывайте и ходите по берегу. Ну хотя бы разрешение получили. Ну что тут у тебя? Ну, смотри. Показывай. Что-то интересное. Мне кажется, это крестик. Я Покажи. его не вытаскиваю. Конечно, крестик. Если, конечно, это что-то Опа, другое. смотрите, друзья, крестик нашла. Конечно, крестик. Медный крестик. Вон и ушко есть, смотри, сверху. Вот. Прикинь, да? Крестичек нашла. Это очень прикольная находка. Да, посмотри. Просто кайф. Молодец. Что могу сказать? Зачетная находка. Может, цепочка рядом есть? Не смотрела? Нет. Я очень рада. Слушай, ну кайф. Все, погнали дальше. Будем по бережку ходить, раз нам не дали по шезлонгам. Ну, потому что люди уже начинают приходить с отелей, и то есть мы мешаем. Ладно, ничего страшного, походим еще по берегу. Уже часа 3 ходим, находок мало. Самое главное, что серебряное кольцо и золотая цепочка на руку есть. А это уже очень греет нашу пиратскую душу кладоискателей. Все, погнали дальше. Так, Анечка опять говорит, какая-то монетка, будем рассматривать. Когда уже испанскую монетку какую-нибудь старинную выкопаем? Не знаю. Ну давай, показывай. Кругляш вижу большой. Опа, зеленый. О, я вижу современных 2 евро, друзья. Вот такие вот они тут красненькие. Ну, кстати, по-моему, испанские, нет? Да, смотри, испана. Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста, испана, но не старинная, а современных 2 больших евро. Ну что, друзья, что-то интересное. Смотри, сработал хороший сигнальчик, начал копать, и посмотрите, выскакивает фрагмент от цепочки, и я вижу, посмотри, уже что-то на ней висит и с камушками, ты видишь? Смотрите, друзья, подвеска вон вся в камнях. Ух ты. Такой ветер поднялся. Опа, смотрите, ну, наверное, серебро. Смотри, главное, цепочка беленькая, а подвесочка черная. Так, что тут? Смотрим. О, ну это что-то религиозное, друзья, да, смотрите. Это какой-то крест. Что-то религиозное. Опа, смотри, вот проба на ушке. Так, сейчас как-то надо словить. Да, вот 925, прям на ушке проба. Есть. Серебро, друзья, еще и смотрите, с камушками, да. Вон там еще снизу 2 Иисуса, что ли, или 2 креста, я не разбираюсь, друзья. В общем, по центру точно Иисус на кресте, а цепочка как будто бы вообще прям свежая. Пробы никакой не вижу, друзья. И просто расстегнуто, посмотри, опять не порвано, да? Мне кажется, люди просто оставляют, знаешь, Может снимают быть. перед тем, как купаться, и просто потом... Ну вот такое вот изделие, друзья, у нас попалось. Замечательное, я бы сказал бы. Круто. Распутать, и все, и можно носить дальше. Зачет! Ну что, друзья, находились, нагулялись, наискались, накайфовались. Очень понравилось, погода шикарная, тепло. Такой ветерок слегка поднялся, но сегодня с приключениями удалось найти и золото, и серебро. Это очень удивительно, потому что в то время, когда мы начали, сразу же нашли только банку от Red Bull, потом алюминиевые пробки, и показалось, что сегодня ничего не найдем. Но, друзья, нам все-таки повезло, и даже в сухопутный поиск, посмотрите, сколько нам удалось найти всего интересного. Так, начинаем с самого серьезного. Это, друзья, солнышко, помогай. Вот такая вот золотая, друзья, цепочечка на руку. Написано «Христине», с другой стороны написано, сейчас посмотрим, какой-то патен. Проба, друзья, по-моему, 585-я, не очень видно, но это золото, друзья, это золото. Давайте еще раз попробуем посмотреть.
пробу. Вот она вот на этом колечке. Вот здесь вот прям сверху. С обратной стороны, вот здесь вот где-то. Вот там вон она проба. Вон, видите? Просто ношенная была цепочка очень долго, и циферки не очень хорошо сохранились. Мне кажется, что 585. В общем, очень огромный зачет. Дальше у нас идет вот такое вот серебряное кольцо, друзья. Толстенное, емкое, тяжелое, хорошее кольцо. Дальше у нас серебряная, ну вот эта вот подвеска точно серебро, потому что вот здесь сверху 925, видите, на ушке? Значит, это серебро. Ну и значит, наверное, цепочка. Но на цепочке нигде пробу не нашел. Кстати, еще бывает вот здесь вот на ушке. Нету? Не-а. Тоже, друзья, нету, к сожалению. Но я думаю, что это серебряная цепочка тоже. Дальше у нас идет вот такая вот монетка. Финляндская, по-моему, если я помню. Да. Как мы посмотрели, 10 каких-то марок. И тут вот такой вот тетерев сидит, что ли, если я не ошибаюсь. Дальше жена нашла вот такой вот крестик, друзья, медный. Ну, хорошая находка, я считаю. Я нашел вот такую пряжечку позолоченную. Потом вот такой вот, ну, подвеска, что это такое, я не знаю. И мы не смогли разобрать, что здесь внутри. До конца еще не почистили, надо домой будет приехать почистить. Потом заколочку жена нашла. Я вот такую подвеску нашел. Серьгу вот такую вот нашла жена, но мы не засняли ее. Тоже бижутерия. Это от молнии собачка. Рыболовные снасти грузила. 1, 2, 3, 4. И монетки, друзья. 2 евро, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Вы видите, все евро. Все монетки и евро, ходячки, и одна вот эта финляндская. И вот столько, друзья, мусора. Ну и еще это не все, потому что вот здесь вот, ну мы уже не стали доставать банки, шклянки, то есть алюминиевые, да. Сейчас это все занесем в мусорку и выбросим. Я считаю, друзья, что мы сегодня свои сокровища нашли, потому что вот эта одна уже только чего стоит. Толстенькая, шикарная подвесочка, цепочка на руку. Зачет, друзья. Очень рады. Что хотим сказать по поводу наших вот этих двух приобретений. Я вам советую, потому что, посмотрите, друзья, сколько мы сегодня ковыряли и в камни ударяли, то есть ничего не случилось. Ни одной царапинки, как вы видите, да, вообще ни одной царапинки. Хотя я с ними связался и говорю, очень тонкий лист, друзья, я не могу такое рекомендовать своей аудитории. Они сказали, что это какая-то стружка каленая, то есть металл, который даже не царапается. Да, действительно, смотрите, ни одной царапины. Хотя мы сегодня и в камни, и в гальку, вот так вот, очень удобная ручка. Ну и в принципе это очень удобно, то есть повесил и пошел, не надо с собой тяжеленный скуб носить. Что скажешь, Мне Анечка? очень понравилось. Я, Классно? честно, думала, что он согнется Да. с первого раза, но нет. Да, вот выстояла. посмотрите, это все очень красиво выглядит, да. Фирма CKG, ссылочку я оставлю в комментариях и также прикреплю в описаниях под этим видео. Заходите, там очень много всего для нашего хобби, что-нибудь, я уверен, найдете для себя, подберете. Так что зачет, что могу сказать, друзья? Очень классно то, что еще раз повторяюсь, я уже, наверное, 10 раз сказал, что я даже не ожидал, что и на сухопутном, вот на таком, если так можно выразиться, копе, нам удастся найти золото. То есть у нас 5-й выход, 4 подводных, 1 пляжный, и везде есть золото. И даже не по одному, а даже и по 2 раза было. Очень круто, этому очень рад. Так что, друзья, кому понравилось такое видео, так, сейчас я подойду к нашим девчонкам. Кому понравилось такое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Мы поехали домой. Говори всем пока. Всем пока. Пока-пока, друзья. Пока-пока. Пока-пока.